Так, отлично. Давайте тогда с вами начинать. Еще раз приветствую на нашем вебинаре, который посвящен работе системы измерения уровня сыпучих продуктов Mielta Harvest. Меня зовут Алина, я являюсь менеджером отдела продаж Mielta и сегодня буду модератором. Рядом со мной Дмитрий, это технический специалист компании Mielta. Он с удовольствием ответит на все вопросы, которые у вас могут возникнуть по ходу вебинара. У нас сегодня будет с вами следующий формат. Наши участники расскажут вам о работе нашего датчика более подробно, как именно у них происходил процесс подключения, настройки, какие результаты они получили. А также среди наших участников сегодня будет компания Galileo Sky, это производители GPS GLONASS-терминалов и различных телематических решений. Они расскажут по интеграции работы нашей системы со своими устройствами. Также среди участников вы можете увидеть компанию UCAS. Это интеграторы, которые занимаются установкой систем спутникового мониторинга транспорта и различных решений для сельскохозяйственных предприятий. И также одним из участников у нас является интегрированный агрохолдинг полного цикла, это компания Кабош. Тоже полностью расскажут, как у них работают наши системы. И после каждого выступления вы сможете задать вопросы для наших спикеров, и они вам смогут на них ответить. А также, если необходимо, Дмитрий дополнит ответы. После всех выступлений мы ответим на оставшиеся вопросы и расскажем вам о доработках системы, которые мы планируем внести на грядущий сезон. И плюс у нас также будет интересная информация для клиентов, которые устанавливают не только датчики уровня сыпучих продуктов, но и датчики уровня топлива. Так что оставайтесь с нами до конца. Так, друзья, у нас ранее уже был вебинар, который полностью рассказывал, как работает система измерения уровня сыпучих продуктов Harvest, где Дмитрий полностью рассказывал, как подключается, как настраивается, что позволяет увидеть. Сейчас я вам кратко напомню, что система предназначена для автоматизации контроля и учета сыпучих продуктов агропромышленного производства. Она монтируется как на стальные бункера, так и на кузова. И плюс она может устанавливаться на неподвижные несущие конструкции различного назначения. Harvest необходим вам, когда вы хотите фиксировать полностью объем урожая при любых погодных условиях. Как вы знаете, наша система она позволяет учитывать и влажность, и температуру, а также осуществить полный контроль над сбором и посевом зерновых культур и исключить несанкционированное ссыпание зерна. Данную систему мы запустили в продажу в начале 2022 года, и на сегодняшний день уже продана и успешно катается по территории России от нашего центрального Черноземья до Дальнего Востока более 100 комплектов. И как раз клиенты, которые устанавливали эти датчики, одни из сегодня дадут вам обратную связь, вы сможете с ними пообщаться в онлайн-режиме и задать все вопросы. Также перед выступлением спикеров хочу вам сообщить, что под презентацией у нас есть 3 кнопки. Это информация о системе Harvest, вы можете нажать, и там будет руководство. Есть информация в отделе продаж, где есть все необходимые номера, и информация о технической поддержке. Вы также можете получить там все контакты и связаться со специалистами. Итак, первым нашим спикером будет Владимир Казаков, представитель компании Galileo Sky. Он более детально расскажет о работе с нашей системой своих устройств. Владимир, я сейчас вас подключу, сейчас направлю вам приглашение. Владимир, здравствуйте. И в России мы или нет. Вот, мы работаем с 2008 года, соответственно, в сельскохозяйственной отрасли. Мы тоже достаточно широко интегрированы, то есть у нас есть такие компании достаточно известные, как Мираторг, Черкизово, Росагро,
которые по сельхозпромышленности могут быть интересны. Вот, мы представляем нашу продукцию в более чем 70 странах мира. Вот, наших терминалов очень много в разных отраслях, и в сложных, и в простых решениях. Вот, давайте, пожалуй, дальше. Так, у меня же есть, да, возможность? Владимир, Да, вижу, проверьте, да. вы Все, вижу, можете спасибо. сосредоточиться. Вот, сегодня я вам, пожалуй, расскажу самые такие топовые кейсы для сельскохозяйственного направления, которые мы выполнили со стороны нашей компании. Ну, вместе с интеграторами, соответственно. И в большинстве случаев мы же понимаем, что сельскохозяйственная промышленность — это не всегда те зоны покрытия, где у нас с вами есть GSM. Поэтому как один из продуктов для реализации проектов можем использовать наши трекеры CMX Wi-Fi Hub. У них много, извиняюсь, уникального функционала. То есть это Wi-Fi, 2К, Bluetooth, цифровые входы, аналоговые входы, использование двух сим microSD, EasyLogic, это наша фишка. Вот, возможности сканера, соответственно. Вот, возможность подключить экодрайвинг, возможность автоинформатора и полигеональные геозоны. То есть мы можем достаточно много, фактически близки к ПЛК. Так, давайте дальше. Если чуть подробнее рассмотреть, что такое решение с Wi-Fi хабом, то а, очень просто. То есть терминал может интегрировать в себя датчики топлива, вот как уже сказали, в данном случае Melt Harvest, идентификация рефита и метки, тревожные какие-то кнопки, можно подключать весовые датчики, можем загружать на терминал KML файлы до 3500 геозон. Вот, можем подключать фотоаппаратуру, соответственно, камеры, можем выходами управлять световой какой-нибудь индикацией, можем считывать CAN. Вот, все это в зависимости от геозон можем собирать в том или ином виде, хранить в терминале. Допустим, у нас есть какой-то в конце бункер, который собирает, допустим, зерно. Он и вне зоны GSM ездит, к нему подъезжает, соответственно, машина, в которую зерно потом выгружается. Вот, на ней стоит хаб, он собирает точки с сборщика, соответственно, и уезжает куда-то в зону, где есть GSM, либо где есть другая точка стационарная Wi-Fi, и через это все выгружает точки клиента. То есть вот такую цепочку вполне можно реализовывать в полях. Так, и немного по кейсам, если пробежаться по тому, как мы успешно помогали клиентам, к примеру, контроль выгрузки зерновых бункеров. Если очень коротко говоря, да, то есть у нас есть некий бункер, и к нему подъезжают машины, соответственно, в которые он выгружает. Была проблема, что были кражи, были какие-то несанкционированные выгрузки и так далее, и нам нужно было, соответственно, клиентам помочь это контролировать. Настроили все очень просто, то есть когда бункер заполняется, у него появляется наверху такой световой индикатор, по которому, сгорая поле, к нему подъезжает, соответственно, машина, в которую мы выгружаем. Вот, и настроили, что водитель должен выйти, подойти к погрузчику, приложить RFID-метку. Если терминал знает, а у него во внутренней памяти без GSM уже вложены ключи, вот если терминал знает, соответственно, этого водителя, то выгрузка начинается. То есть там была блокировка, соответственно, выгрузки настроена и опознавание свой-чужой. Вот. Также помимо самой безопасной выгрузки мы регистрировали кто, когда, во сколько выгружал, подъезжал, соответственно, к технике и отправляли все это потом на ПО мониторинг, и можно было уже отслеживать в отчетах. Вот, пожалуй, следующий момент, когда зерно уже приезжало с поля, соответственно, хранилось в бункерах все это дело. Вот, извиняюсь, в силосах наверху один из интеграторов ставил датчики ультразвуковые, которые могли в онлайн-режиме отслеживать уровень зерна, соответственно, до 60 метров в глубину. Вот, и также это помогало все
контролировать, соответственно, и безопасность, и хранение, условия хранения зерна. То есть оно со временем уменьшает вес, когда обсыхает, когда обчистка происходит. И чтобы все это не маскировали под какую-то выгрузку, под кражи, все это обрабатывалось в режиме онлайн. Вот, дополнительно там ставились датчики электрической пломбы, которые в случае срывания либо несанкционированных открытия тоже а, разных, как это сказать, погрузных-выгрузных сооружений срабатывала сигнализация, ну, грубо говоря, шли данные к нам на терминал, а мы оперативно слали их в ПО мониторинг. Вот в таких решениях используются наши терминалы, поэтому достаточно успешные кейсы. То есть вот данный кейс с зерновыми складами был одобрен для масштабирования на, собственно, склады по Российской Федерации. Ну, в общем, кейсы достаточно успешные. Если нужно больше информации, есть на сайте, и если у вас будут более подробные вопросы, буду готов ответить. То есть мы можем интегрироваться с любыми цифровыми датчиками, аналоговыми датчиками. У нас есть BLE, есть CAN, можно все подключать. Так, ну, пожалуй, еще какие машины. То есть там и Россельмаш, и погрузочные есть кейсы, и есть, соответственно, кейсы с дождевальными машинами, поливать поля, собирать. То есть можем все. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Постарался очень коротко. Да, Владимир, большое спасибо за выступление. Коллеги, ждем вопросы, готовы ответить. И Владимир, и Дмитрий постараемся совместно полностью разобрать все вопросы, если они у вас возникнут. Ну, если нет вопросов, может быть, я задам один вопросик. Конечно. Владимир, приветствую вас. Можно такой вопрос? А вот ваш инновационный Wi-Fi интерфейс предназначен только для передачи данных или имеется какой-то веб-интерфейс для настройки, то есть для соединения с мобильным устройством вашего терминала, для его настройки, для получения каких-то данных от него? На данный момент мы обеспечиваем только передачу от клиентов на хаб, ну и, возможно, цепочка, да, таких хабов между собой, то есть дальше передавать данные. Разработки в сторону мобильного приложения и, грубо говоря, веб-конфигураторы сейчас ведутся. То есть пока нет. Мгм. Ну, Отлично. смотрите, то есть Wi-Fi обеспечивает передачу между клиентом-хабом и может позволять подключаться к точке доступа стационарной за место GSM. То есть пока так. А антенна встроенная или внешняя какая-то требуется? Именно Внешне. Wi-Fi антенна внешняя. Внешне, да. Спасибо. Так, Владимир, как видите, у нас появились первые вопросы. Алена Жилкина спрашивает: здравствуйте, а есть ли примеры отчетности в ПО? Сейчас с собой нет, но есть, как сказать, смогу предоставить по запросу. Да, Алена, можете оставить свои контакты, и после вебинара Владимир, либо кто-то из менеджеров компании «Галилео» с вами свяжется и предоставит вам эту информацию. Так, следующий вопрос. Илья спрашивает: приборы устанавливают с терминалами «Галилео» или с другими терминалами тоже можно? Думаю, Дмитрий сможет ответить. Да, я отвечу. Наша система Harvest использует стандартный протокол передачи данных по интерфейсу RS-485, поэтому она подключается практически к любому спутниковому терминалу, будь то Galileo, будь то какие-то другие модели. Унификация очень такая широкая. То есть нет проблем подключить даже каким-то зарубежным аналогам. Так, Алексей Шевиков спрашивает вопросы: какие интерфейсы доступны на Миелта и открыты ли их протоколы? Интерфейсы? Что подразумевается на Миелта? В измерительной системе Harvest там присутствует только один интерфейс передачи данных RS-485, который служит для передачи данных от измерительной системы до какого-то приемного устройства, будь то спутниковый терминал, либо персональный компьютер с программой-конфигуратором, что угодно.
Мгм. Так, и вопрос от Ивана к Владимиру. Владимир, есть ли опыт установки системы измерения уровня сыпучих продуктов с вашими терминалами, я так понимаю? Ну, насколько я понимаю, по теме вебинара как раз-таки и с вашими датчиками, и с ультразвуковыми в силосах. То есть это же тоже сыпучий продукт зерна в данном случае. Да, интеграции есть. Можете обратиться подробнее к нам на сайт, либо к коллегам, и мы вам подробнее распишем, что именно задействуется в кейсах и как мы это интегрировали на конкретных клиентах. Да, конечно, коллеги, можете обратиться к вашим менеджерам в отдел продаж. Мы более детально расскажем. У нас основная масса клиентов устанавливали датчик уровня сыпучих продуктов с терминалами Галилео, так как, допустим, на зерноуборочных комбайнах достаточно часто встречаются данные терминалы. Так, Алексей Шевиков спрашивает, протокол открыт? Да, протокол открыт. Этот протокол полностью унифицирован с протоколом датчиков уровня топлива. То есть как раз за счет этого достигается его широкая унификация применения на любых трекерах. То есть данные он передает свои, но протокол полностью идентичен датчикам уровня топлива. Так, Наталья и Алена спрашивают у нас погрешность какая у датчиков? Погрешность. Погрешность на практике по нашим испытаниям, по нашим измерениям выявляется в пределах 3-5%. Погрешность данной измерительной системы очень сильно зависит от продукта, от погодных условий, и эта погрешность не всегда стабильна. То есть если вы в процессе уборки, у вас начинается дождь, система, естественно, имеет какое-то определенное время реагирования на изменения влажности продукта. Вот. И, допустим, там несколько минут у вас погрешность увеличивается, потом система перекалибруется при следующей выгрузке, и эта погрешность уменьшается. На практике в среднем там, за несколько, допустим, рабочих дней можно взять около 3-5%. Угу. Смотрите, вопрос еще от Ильи. Есть ли кейсы? Да, кейсы есть. Также за подробностями можете обратиться в отдел продаж. Сегодня у нас немножко другой формат, но у нас будут еще компании, которые занимались непосредственно установкой датчиков. Я думаю, они вам тоже смогут что-то рассказать, именно конкретные примеры, как проходила установка, какие результаты получили. Так, насколько я вижу... Коллеги, если можно, еще тоже со своей стороны тоже кейсы контроля доставки сыпучих грузов без GSM, в том числе и в условиях Крайнего Севера, можем предоставить. Пишите, отправлю обязательно полное описание. Да, вы можете оставить свои контакты как и в чате, чтобы с вами связались либо мы, либо компания Galileo Sky, либо напомню, что вы можете самостоятельно обратиться, и вам помогут в любое время. Так, Владимир, насколько вижу, вопросов пока нет, но если позже они появятся, будьте на связи, мы вас подключим в любом случае после завершения всех выступлений. Еще раз все обсудим. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Так, следующий наш спикер – это компания UCOS. Это интегратор, который установил достаточно большое количество датчиков уровня сыпучих продуктов своим клиентам в этом сезоне. Сейчас он расскажет про свой опыт установки, расскажет директор компании Александр Куликов. Александр, сейчас я вас подключу. Добрый день. Александр, здравствуйте. Так, слышно, да, меня все хорошо? Да, слышно, отлично. Здравствуйте. Да, здравствуйте, коллеги. Группа компании UCOS Agro. Давайте маленечко о нас расскажу. Занимаемся внедрением точных технологий в Челябинской, Курганской и Свердловских областях, соответственно. Использовали систему, так скажем, непосредственно вот этот контроля сыпучих материалов мы исключительно на комбайнах. То есть ставили ее в бункера
соответственно, преследовал каждый свои цели. Начиная от банальных целей, так скажем, которые преследовал наш заказчик, это, во-первых, подсчет продукции, сколько они собрали, допустим, урожая с поля непосредственно, допустим, там в бункерах, в объеме, весе. Соответственно, кто-то преследовал сохранность, то есть несанкционированные ссыпания на поле пшеницы, допустим, там, или какого-то материала, то есть собранного, либо, допустим, перегрузка в другую, чужую технику, которая могла подъезжать, тоже, соответственно, кто-то. Но мы, как компания-интегратор, маленько другую преследовали, то есть у нас все равно есть такая задача, так скажем, не просто установить оборудование заказчику, чтобы он какие-то свои цели, то есть мы развиваем такие системы, которые позволяют на уже существующих площадях, так скажем, убирать, то есть получать, не убирать, а получать намного больше продукции, соответственно, увеличивать урожайность. Соответственно, мы для себя, как для интегратора, преследовали основную цель. То есть мы оборудовали комбайн, так скажем, помимо датчика сыпучих материалов в бункер, мы оборудовали еще датчиком работы жатки, так скажем, чтобы мы могли понимать, в какой момент комбайн у нас на поле убирает, в какой момент он просто находится, допустим, и передвигается. Соответственно, ставили оптические датчики на элеватор, на подъемник, соответственно, сколько попадает. То есть наша задача какая была? То есть мы хотели понимать, в каком месте, за какое, даже не с какое время, то есть в каком месте комбайн сколько убрал продукции. Соответственно, то есть для чего это нам нужно было? Соответственно, когда комбайн едет, убирает, мы понимаем, что датчик жатка в данный момент работает, что, допустим, по элеватору поступает такой-то объем, в бункер попадает такой-то объем зерна. То есть мы можем составить так называемую карту урожайности. То есть при уборке, то есть мы видим, что, допустим, с этого участка, там, допустим, 17 центнеров с гектара, там, с этого там, 15, с этого 12. Это нам позволило, как я еще раз повторю, сделать карту урожайности в дальнейшем. Участки с наименьшим плодородием, с наибольшим плодородием, производим отбор почв и, соответственно, то есть на химанализ и уже составляем, так скажем, карту диф внесения, чтобы, допустим, уже при посеве, если позволяет, конечно, орудие, можно было дифференциально вносить до 5 различных удобрений. Это на самом деле очень сильно сокращает и расходы, соответственно, предприятия на удобрение, то есть на все вот это вот, то есть на посевной материал. Это вот мы свою основную задачу преследовали. Сразу скажу, что датчики сыпучих материалов компании Melta мы использовали не первые. До этого у нас был опыт прошлогодний, мы использовали датчики другой компании, но они себя вообще никак не показали, потому что, расскажу в чем. То есть у них большая погрешность именно на влажность. То есть за один день, то есть начиная с утра, там обед и вечер, по датчику шли различные показания, и чтобы как-то скорректировать, надо было реально, так скажем, не то что тарировочная таблица, но максимальные минимальные значения вводить каждый раз, чтобы можно было какую-то картину вообще в принципе понять. От них мы тут же отказались, соответственно, узнали, что еще тогда на том этапе они только проектировались, мы все хотели их, так скажем, заполучить. Теперь мы их заполучили, соответственно, начали устанавливать. Каких-то проблем по непосредственно самому монтажу у нас не возникло, потому что, я говорю еще раз, мы были знакомы, то есть датчики устанавливаются не очень сложно, так скажем. Нам выдали в любом случае инструкцию, какие-то рекомендации по установке, которые мы соблюдали. То есть все у нас заработало, так скажем, не все заработало с первого раза. Первые датчики мы установили, но это был наш, так скажем, недочет маленечко неправильно. Очень хочу сказать большое спасибо технической поддержке. То есть именно когда мы связались и рассказали, что у нас как-то не так работает, соответственно, тут же буквально в считанные дни, 1-2 дня, соответственно, решение было найдено, прямо вот на прямой связи, соответственно, там у нас и с офиса мы, допустим, сделали те, которые у нас еще были на складу, и те, которые были уже установлены на комбайны, то есть там непосредственно наши специалисты связывались по социальным сетям, то есть WhatsApp, быстро все устранили, соответственно, дальнейшие датчики мы уже ставили, так скажем, час-два на комбайн, и все, соответственно, готово. Выбрали мы датчики. Почему? Потому что было заявлено, так скажем, что те проблемы, которые мы испытывали раньше с датчиками, они действительно ушли. То есть, установив датчик, вот, допустим, комбайн поехал убирать, то есть, допустим, 1-2 бункера, данные не идут. То есть, не то, что не идут, они как бы собираются непосредственно в оборудовании, то есть это, так скажем, калибровочные данные.
И, соответственно, потом он их выдает. Применяли, то есть наши комбайны убирали различные культуры. То есть, во-первых, от утра к обеду, к вечеру, то есть идет самокалибровка периодически, но если какие-то большие отклонения идут, допустим, там о влажности, либо еще, то есть датчик самокалибруется. При смене культуры тоже это не, так скажем, то есть он сам перекалибровку проходит, тоже, все очень хорошо, все нормально работает. Соответственно, комбайны наши убирали, то есть пшеницу, овес, лен, горох, то есть любые сыпучие материалы, которые, то есть, так скажем, там семечко фермеры выращивают, то есть везде датчик показал себе так, как, так скажем, мы и хотели это видеть, соответственно. Установили, я не скажу, что прямо очень много датчиков, я думаю, что мы около 30 штук их поставили, но те задачи, которые мы ставили перед собой, мы их, так скажем, не до конца еще, в любом случае сейчас идет, еще, так скажем, анализ этих данных, то есть где-то что, как конкретно было, потому что не всегда мы могли быть на поле, мы сейчас получили, то есть были какие-то спорные моменты, допустим, в показаниях датчика и тому подобное, мы сейчас получили обратную связь тоже от заказчиков, то есть что происходило в этот момент с комбайном, то есть где он находился, какую культуру убирал, то есть при каких условиях, то есть анализ идет. Но в любом случае то, что было заявлено и на то, что мы рассчитывали, мы получили, то есть мы будем и дальше внедрять, соответственно, всю полностью продукцию. Соответственно, комбайны, я говорю еще раз, также у нас еще оборудованы и метками, то есть на базе этого всего можно еще построить систему свой-чужой, то есть видеть, то есть сколько собрал комбайн, где собрал комбайн, можно дублировать как раз-таки, вот есть штатные датчики на комбайне, допустим, сигнализирующие 70% бункера, 100% бункера, их также можно подключить, так скажем, к блоку, и, то есть, видеть, как он набирается, то есть, где набирается, все-таки дублировать это штатными датчиками, также подключаются пьезоэлектронные датчики на комбайне, которые, сигнализируют о потерях комбайне в соломотрясе, на выходе, когда солому, допустим, он, дробит, летит, то есть, жатка, то есть, вот наши комбайны оснащены полностью, то есть, фермеры, сидя, так скажем, у себя за компьютером, полностью контролируют все процессы, то есть от скоростного режима, соответственно, какие потери ведет комбайн, где с какого участка как собирает, то есть дублирующие метки, считыватели метки на комбайне, метки на транспортных средствах, которые подъезжают, то есть выгрузка куда происходит, свои автомобили, не свои автомобили. Допустим, на части комбайнах это можно сделать даже выгрузку с блокировкой шнека, то есть пока свой автомобиль, так скажем, с меткой не приедет к комбайну, то есть даже шнек не включится, чтобы выгрузить. Но я говорю, то есть были случаи именно, что и ловили при выгрузке на поле, при выгрузке в чужую технику, так скажем, соседскую, либо кому-то там из деревни, то есть показывает любые объемы, то есть и полные бункера, и 15% бункера, и 10%, если где-то выгружается, тем более, соответственно, то есть на ходу, не на ходу, все это можно отследить. То есть, мы, так скажем, довольны непосредственно этим оборудованием. Это в краткости, что хотелось бы сказать по нашему опыту внедрения. Александр, большое спасибо вам за обратную связь. Это было очень информативно. Давайте теперь разберем вопросы. Михаил Шмаков спрашивает. Здравствуйте. Как измеряете вес в бункере? Я так понимаю, мы можем видеть только объем. Можно, секундочку. Смотрите, по опыту с нашими фермерами, так скажем, зная объем и ориентировочную влажность, соответственно, зерна, есть коэффициенты, на которые можно умножить, соответственно, то есть и получится у нас вес. Это, конечно, надо знать и влажность, и, то есть через коэффициенты. То есть зная объем, зная влажность, через коэффициент удельного веса мы вычисляем непосредственно объем. Это уже формулы можно применять, то есть либо либо на весовой где-то что-то еще, либо уже непосредственно в программном обеспечении, то есть задавать. Но да, то есть надо будет эту формулу менять, допустим, изо дня в день, коэффициент непосредственно удельного веса, но в любом случае это можно посчитать. Разрешите добавлю. Система измеряет уровень продукции в бункере. Вы все прекрасно понимаете, что идеально ровных прямоугольных бункеров на комбайнах не бывает. Они все неправильной формы, имеют какие-то внутренние элементы, элеваторы, какие-то штанги и так далее.
Если мы хотим узнать точный объем, то в теории нам нужно произвести тарировку бункера. Пока что мне неизвестны такие случаи, это очень непростое занятие, но, возможно, до этого скоро мы тоже доживем. Система измеряет уровень продукта в бункере, из этого уровня, имея тарировочную таблицу, можно посчитать объем, зная удельную плотность и зная тенденцию изменения влажности, можно посчитать вес. Это все в работе, это все наше будущее. Да, и еще тоже можно, да, добавлю. Конечно, да. Вот используя старые датчики, которые, ну, так скажем, не работали, мы пытались как раз-таки, ну, то есть пока, вот изначально, когда мы поставили, мы не знали, что такие большие показания, то есть утром могло идти значение, к примеру, ну, там 160, к обеду уже, допустим, там 90, к вечеру 60, то есть большой разбег, это практически, то есть утром полный бункер, после обеда уже меньше половины. Мы пытались сделать тарировки комбайнов непосредственно акросов, то есть мы ставили его на весовую, соответственно, зная определенный объем, который мы засыпали, мы объем, вес сравнивали, то есть мы делали тарировки комбайнов некоторых типов, ну, соответственно, потом мы поняли, что это все было сделано зря. Возможно, мы проведем работу такую именно по тарировке, допустим, там Полесье, Акрос, что такие, скажем, распространенные на весах, соответственно, с объемом, ну, может быть, что-то выйдем, то есть поделимся информацией в дальнейшем, если будет у нас такое. Спасибо, Александр. Так, следующий вопрос. Вижу два вопроса по влажности. Можно ли влажность видеть в Виолоне? Насколько известно, Алене некоторое время датчик не передавал влажность, так как не было нужной прошивки. Сейчас прошивка уже имеется. Разрешите мне ответить. На данный момент параметр влажности еще в разработке. То есть мы этот сезон провели в испытаниях, мы его провели, наблюдая за данными от клиентов, за данными с полей. Эту влажность не так просто посчитать. Вы должны понимать, что датчик стоит не в потоке зерна, где-то в каком-то элеваторе или там в жатке, не знаю, где угодно. Эта измерительная система стоит в бункере, и померить мгновенное значение влажности зерна, которое вот в данную секунду убирается, ну, на практике невозможно. Мы будем измерять среднюю влажность продукта в бункере по результатам автоматической калибровки системы при загрузке и выгрузке. Эта математика еще готовится, на следующий сезон она у нас будет. Прекрасно, Дмитрий, спасибо. Так, Александр, к вам вопрос. Только на комбайне устанавливали датчики сыпучих продуктов, либо на машин-перевозчиков тоже ставили? Нет, устанавливать только исключительно на комбайны. Повторюсь, с чем это связано, потому что был первоначальный неудачный опыт, но в любом случае с заказчиками было заявлено, что все-таки мы это сделаем, это добьемся, так скажем, исправляли прошлые свои ошибки и устанавливали на новые, исключительно пока только на комбайны. Спасибо. Смотрите, также к вам вопрос. Пользуетесь ли вы какими-то весовыми системами? Если да, то, может быть, подскажете, какими? Вы имеете, то есть весовыми системами на транспорте, допустим, контролировать собранную продукцию через вес? Ну, смотрите, надеюсь, так скажем, у нас... Скорее всего, возможно, поэтому. Ну, вот что касается комбайна, только, так скажем, именно через уровень сыпучих материалов, через уровень. Пытались внедрить, вот именно, допустим, что касается перевозчиков, допустим, не через сыпучие материалы, а, допустим, через датчики давления на ось. Попробовали, но там тоже это, не очень, так скажем, зарекомендовало себя. Именно с тем, мы пробовали там, допустим, год-два назад, может быть, конечно, и сейчас шагнуло оборудование вперед, но пока весовыми, вот именно контрольными никакими не пользуемся. Вот, что касается, допустим, перевозчиков, либо на комбайне, нет, только через сыпучие и через там лопатки элеватора, там контролируем непосредственно объем. Спасибо. Так, вопрос от Галины. Презентации можно будет скачать? Да, конечно, Галина, можете ставить свои контакты. Будет доступен вебинар в записи. Мы можем вам отдельно прислать презентации. А также у нас есть дополнительные презентации по кейсу, по контролю зерновых продуктов и в целом обзорная презентация. Поэтому можете написать, мы вам с радостью все пришлем.
Так, вижу еще вопрос снова по датчикам плюсовым. Есть ли какие-то реальные цифры? Но я, насколько понимаю, что опыт был у Александра неудачный, поэтому, наверное, здесь вряд ли чем-то Мгм. может помочь. Да. Будут еще какие-то вопросы? Александр, я тогда, пользуясь случаем, у вас уточню, а подскажите, пожалуйста, а вы в каких погодных условиях в целом вот этот сезон откатали, как у вас было с погодой, как реагировал датчик, с чем сталкивались? Смотрите, да, ну, в любом случае у нас как бы погода портилась вот тут под конец уборки, но погода портилась настолько, что ну, не было возможности выехать в поля. Как правило, все наши, так скажем, 70% времени это все-таки убирали при нормальных, так скажем, погодных условиях, то есть это небольшая, то есть солнышко и тому подобное, но последнее время, то есть последние там 30% уборки все-таки была влажность повышена, то есть после дождичка, либо перед, то есть пасмурно, проводилась самокалибровка датчика, то есть, ну, погодные условия, так скажем, какой-то особой роли именно в показаниях датчика не сыграли. Угу. Спасибо большое, Александр, за ответ. И вот у нас еще был один вопрос от Алены. Исходя из чего вы ставите коэффициент влажности, если Миелта не передает этот параметр? Дмитрий, это к вам. Я думаю. Да, смотрите, ну, да, мы не видели параметр влажности, так скажем, а мы уже на объем тут сыпучих материалов учитывали, то есть сколько, ну, какие данные присылают там, грубо говоря, по протоколу, сколько данные приходят. Если мы считали непосредственно вес, то все-таки какие-то избранные количества, то есть, допустим, определенный либо промежуток времени, либо какие-то это, то есть мы мерили отдельным оборудованием, то есть влажность мы мерили все-таки отдельным оборудованием. Угу. Александр, да, спасибо вам большое за ответы. Давайте, если тогда у нас еще... Так, вижу вопрос. Я сейчас вам точно не скажу, если контакты оставите, мы вам, ну, то есть вышлем всем, с каким оборудованием мы работаем. Ну, сейчас не могу ответить на этот вопрос конкретно, да, именно модель, марка. Оставляйте контакты, если что, мы передадим контакты в обе стороны, и здесь проблем не возникнет. Так, еще будут какие-то вопросы? Давайте подождем. Так, наверное, пока все. Александр, большое вам спасибо за обратную связь. Не отключайтесь. Если какие-то вопросы еще возникнут, будем рады вас еще раз привлечь и задействовать. Хорошо, хорошо. Всего доброго. Так, да, Михаил, контакты вы можете оставить в чат, либо свяжитесь с вашим менеджером, можете ему передать контакты, здесь также проблем не возникнет. Представлю в таком случае еще следующего нашего спикера. Это Сергей Гринберг, администратор систем мониторинга агрохолдинга «Кабош». Сергей, прошу вас к связи. Сергей, здравствуйте, вы нас слышите? Коллеги, да, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, насколько помню, вам необходима трансляция экрана, все верно? Ну, наверное, я видел, да, в чате вопросы про как посмотреть на эти данные. Я могу продемонстрировать данные по работе датчиков сыпучих продуктов Миелта в программном обеспечении Vialon. Ну, это, наверное, капельку тоже попозже. Я хочу рассказать, что я представляю компанию «Кабош», занимаюсь проектами цифровизации сельского хозяйства, ну, которые, несомненно, требуют точных и таких надежных данных, на которые может учет и вообще все отчетности, как оперативные, так уже и управленческие, ссылаться и основываться. Ранее, наверное, как и Александр, мы, наверное, пробовали одни и те же датчики, и действительно влажность, они очень сильно были зависимы от влажности, они никак не калибровались, и с утра, если мы видели целый бункер, то к обеду наверняка там могло показывать треть бункера, хотя по факту звонили, проверяли,
бункер заполнен полностью. Это решение было мною опробовано в другой компании, но тем не менее для его внедрения в текущих условиях я был категорически против. Также раньше мы пробовали установить датчики не емкостного типа, а датчики из, ну, назовем их датчики лягушки. По стенке комбайна нужно было высверливать отверстия, они такого мембранного были типа. В общем, нужно было либо очень много дырок насверлить в бункере дорогостоящего комбайна, они там размеров там были больше 10 сантиметров, то есть, которые потом еще и заделать проблематично, как оказалось, стало. И, ну, соответственно, там погрешность измерялась количеством датчиков. То есть, да, мы поставили там 5 датчиков, хотели 10. Ну, наверное, хорошо, что не поставили 10. Это решение, наверное, имеет жизнь, если их там поставить больше 10 датчиков, и тогда погрешность в лучшем случае составит 10%. Вот. А то, наверное, и 20. Если один там датчик то срабатывает, то не срабатывает, да, наверху, то мы не будем понимать, заполнено это вверх или нет. Вот. В конце этого сезона мы установили на комбайны, на 2 комбайна, по одной, на комбайны каждой уникальной модели, которые у нас применяются в хозяйствах, по одному комплекту датчиков. Тоже, ну, с целью проверить качество, проверить целостность показаний. И в целом мы установили на 2 разных John Deere, на 1 New Holland и на 1 Claas. Я могу с уверенностью сказать, что на текущий момент это решение, которое нам предлагает компания Mielta, оно наиболее жизнеспособно. Мы видим данные, которые не зависят от влажности. Если сравнивать утро и вечер даже, данные менялись максимум на 8%, но здесь говорить о том, что бункер был заполнен везде одинаково, тоже, наверное, невозможно, потому что все-таки, когда у бункера открываются створки верха, датчики все-таки располагаются по стенкам. Куча имеет конусовидную форму, ну и там, конечно же, наверное, наверху мы не можем говорить о том, что там какой высоты была горка. Из-за этого все-таки вот эта погрешность, она, ну, имеет место быть. Некоторые механизаторы, мы заметили, что они настолько плотно насыпают, когда подвозка, там, логистика подвозки страдает, они насыпают иногда так, что даже сыпется и на крышу комбайна уже зерно. Вот. В целом, наши условия, мы располагаемся в Псковской области, там нельзя сказать, что это преобладает там солнечная погода, чаще всего погода меняется, она как и в Питере, там бывает дождь пойдет резко, так что говорить о том, что мы были в идеальных условиях, я точно не могу, но показания датчиков нам позволяют сказать о том, что проект в следующем году будет масштабирован на все комбайны. Сейчас я буду транслировать уже... Давайте, может быть, пока вы зададите свои вопросы, которые у вас могли возникнуть к Сергею, мы пока постараемся сделать подключение. Ну, давайте тогда, да, я продолжу рассказывать о том, какие есть варианты по получению веса. Мы точно поняли теперь, что мы получаем, мы видим, сколько даже вот в незначительных, хоть тарировку я тоже, да, поддержу предыдущих, ну, как минимум Александра, я скажу, что тарировку делать проблематично, но мы, наверное, готовы ее сделать, но в целом достаточно, ну, тех показаний, которые у нас сейчас есть без тарировки. Вес мы уже на пути, опять же, мы уже тестово проверили, что можно получать данные с весовых индикаторов на бункерах перегрузчиков. И когда мы, ну, потому что, ну, для учета все-таки, наверное, лучше иметь данные такие, ну, объективные, вот системы взвешивания бункера перегрузчика.
те же самые трекеры Galileo Sky, к которым у нас подключены и датчики Миелта, у нас мы повесили на бункеры перегрузчики и соединили их с помощью алгоритма EasyLogic с весовым индикатором. Теперь мы понимаем, сколько веса у нас... Сейчас, секунду. Да. Сколько веса у нас получил бункер-перегрузчик, сколько он его отдал. Но, к сожалению, мы не успели проверить системы свой-чужой, но в следующем году вся система прослеживаемости вывоза готовой продукции с полей должна быть прозрачной вот с помощью систем свой-чужой на комбайнах, с помощью датчиков объемов бункеров в комбайнах, с помощью подключения к весовым индикаторам и с помощью свой-чужой на грузовых автомобилях. Дальше это все будет реализовано, интегрировано с автоматической весовой. И тем самым мы уверены, что вопросов о хищении и, самое главное, о просто неэффективном учете, то есть когда там талончик или когда там кто-то верит кому-то на слово, кто-то там фотографии делает, я знаю, когда приезжает грузовой автомобиль, там целую при старте с поля и при уже приезде там на базу многие делают фотографии просто, хотя бы смотрят, если вдруг там вес как-то там где-то что-то отличается, то начинают анализировать фотографии, могло ли быть это хищение или нет. То есть вот таким комплексом мер, одним звеном из которых является датчик Миелта, который показал себя, то есть то, что мы хотели получить, мы получили. Даже, наверное, это было приятно видеть, когда у нас первые данные в системе появились, что наконец вот на рынке телематики появился такой продукт, который весьма точно, потому что лучше, наверное, пока что никто, весьма точно показывает нам объем бункера, его опустошения и прибавления. Мы всегда видим тоже, да, можно оценить примерно, но опять же это на глаз, урожайность, так когда на одном поле комбайн едет и у него горка, так сказать, да, это как график уровня топлива, только наоборот. Он медленно прибывает, график, а не медленно убывает, как с топливом. Мы видим, что на каких-то участках полей горка прибывает быстрее, на каких-то горка прибывает не так интенсивно. То есть косвенно можно судить о урожайности. Конечно же, это тоже было бы интересно все цифровизовать, но это вообще, конечно же, это мечты пока что, и, наверное, дорогостоящие датчики. Но в следующем году обязательно будем и над этим работать. Спасибо. Что-то показать, если Да. видео не получается. Сергей, спасибо большое вам. Давайте, может быть, еще один раз попробуем сделать подключение. Давайте. Давайте, я вам направила предложение включить трансляцию, вам должно сейчас прийти. Попробуйте, пожалуйста, сделать. Да. Давайте я немножко задержусь, я не буду выключать, там, может быть, есть какая-то инертность, потому что при включении видео, там, аудио была инертность. Вот сейчас и Chrome говорит, что Есть транслируется. картинка. Пишут, что картинка есть. Картинка есть, Виолон, отлично. Видите Виолон, я верно понимаю, коллеги? Напишите, пожалуйста, в чат. Отлично, Да, мы все. тоже видим. Ну вот, собственно, один день я взял, конечно, их там было несколько, мы не с начала сезона успели установить эти датчики, из-за этого мы не устанавливали на все, как я уже сказал. Наша цель была установить на разные типы комбайнов, чтобы потом в следующем году мы приняли решение о целесообразности масштабирования. В общем, вот в течение дня. Да, вышли поздно, но тем не менее мы видим, что до самого вечера показания не то, что они становились меньше, когда влажность она становится меньше. Ну, то есть в некоторых случаях мы видим, что вот здесь последний бункер механизатор успел добить, наверное, там до самого-самого верха. Виолон позволяет оцифровизовать эти данные, то есть вот это в тысячах литров шкала идет. Мы видим, что можно организовать выгрузки по объемам, то есть отчет по выгрузкам из бункеров. Столбец выгружено, сколько объема получилось. В
видно, что 8 было выгрузок. Ну, соответственно, каждый раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, это видно. Что еще из интересного можно посмотреть? Я вот тут тоже... Вот мы видим, что комбайн перестоял, ехал, но не убирал. Точно в какой период времени он передвигался по дороге. Видите, 11 км в час. Мы видим, что он уехал с полубункера. Но, может быть, там было, так как тарировка отсутствовала, может быть, там было не полбункера, да, там, а треть, потому что это все-таки низ, там идет конусовидный объем, конусовидное превращение объема. Ну вот мы видим, что тоже последний бункер в этот день он не убрал полностью. То есть говорить о том, что у нас не ушла часть зерна из бункера, а уж тем паче целый бункер, мы здесь точно имеем все возможности, все данные, все основания для этого. Что еще, наверное, хотелось сказать? Вот пока что говорил. Что-то вылетело из головы. Но вот такую картину можно видеть. Да, есть какие-то косячки, вот, да, то есть он не полностью прирастал. Наверное, что-то там кучка осыпалась как-то, скорее всего. Потому что датчик состоит из двух контуров измерения. Один с одного края бункера стоит, другой с другого края бункера. Я так понимаю, если кучка была в бункере приближена к одному из элементов измерительной части, то и на какой-то кочке она осыпалась, то мы увидели незначительное событие. Но в любом случае о хищении, опять же, да, о хищении мы говорить тут не можем. У нас 6 км в час в это время была скорость, 6-5. То есть комбайн точно не останавливался. Тут тем более чуть-чуть резче подросло, потом картина, динамика в целом, она все равно удовлетворяет. Это никак не сравнимо с теми решениями, которые мы пробовали до этого. Сергей, отлично. Большое спасибо за обратную связь. Рада, что все-таки получилось у вас показать графики в Виалоне. Я думаю, что для участников это было также важно, действительно увидеть, какие графики способны показывать данное решение. Поэтому, коллеги, если есть сейчас какие-то вопросы к Сергею, пожалуйста, просим, пишите в комментарии, мы сейчас более детально все разберем. Я вижу, что ранее был вопрос относительно покупки системы. Я напомню, что вы можете обратиться в отдел продаж, либо оставьте свои контакты, наш менеджер с вами свяжется. Так, вопрос. Скажите, а подключение бункеров возможно? Вы знаете, да, у нас был еще один датчик, он еще остается отложенный на бункер-перегрузчик. Вот. Но так как все-таки там объем у него, по-моему, он равен примерно 4 бункеров комбайнов, то есть он такой большой. Наверное, устанавливать один комплект датчика на него нецелесообразно. Наверное, минимум надо ставить 2, чтобы было 4 контура по каждой из стен. Так судить. Но вот у нас сейчас с Galileo Sky вот этот идет момент интеграции весовых индикаторов бункеров-перегрузчиков. Но я уверен, что все-таки получать живой вес из бункера-перегрузчика, то есть комбайна, мы должны только понимать, что он нигде не выгрузился, если вдруг, потому что у нас поля сложной формы, там это не квадратные, такие как в Черноземье, там где-то как в Краснодаре. Комбайн может скрыться, скажем так, скрыться из вида там, за каким-то рельефом местности или там даже за выступающей посадкой в часть поля и произвести там хищение. Эти датчики эту задачу полностью реализовывают, чтобы этого не произошло. А вес и для учета, и для уже его движения с поля лучше всего организовывать по движению от бункера перегрузчика, дальше грузовой автомобиль, дальше весовая платформа, и все это интегрировать вот в одно окно.
Мгм. Да, если бункер с тензометрией, то можно получить данные. Как правило, вот Galileo Sky, хорошо, что они с нами здесь и присутствуют, они идут навстречу, и те бункеры, которые еще, ну, то есть, не знаю, ну, то есть любой бункер, у любого есть весовой индикатор, он имеет цифровой сигнал. Они этот цифровой сигнал с помощью EasyLogic могут конвертировать в обычные значения тех же самых там всем привычных RS-232 там, или вот в эти данные их засовывать, и Виалон в чистом весе каждую там бункер отбивает каждую минуту, и мы видим каждую минуту, сколько у него было веса. Также потом перевести в отчетную форму и строить графики по наполнению бункеров, и графики по выгружению бункеров, ну и статистику иметь. То есть вот это именно только бункеры с тензо-датчиками, все верно. Мгм. Дмитрий, есть что добавить? Нет, все. Так, тогда у нас вот есть еще вопрос. Прибор только проводной или есть и беспроводные версии? Если есть, то насколько стабильно работает передача? На данный момент система только проводная, потому что монтаж в бункер предполагает, само собой, полную засыпку зерном продукции. Продукция бывает влажная. Установить какой-то беспроводной передатчик, который будет надежно обеспечивать связь из-под зерна или как-то из стального бункера, это на практике невозможно, да и никому не надо. Вот, система имеет кабельные соединения до спутникового терминала, но благо комбайн у нас не очень огромный, там достаточно 5 метров кабеля, чтобы дотянуться до любой точки кабины или какого-то места, где установлен спутниковый терминал. Так что RS-485 достаточно надежно работает в этом случае. И еще чуть ранее я видел вопрос, можно ли измерять песок и щебень. Был такой вопрос. В теории можно все, но поймите сами, что плотность зерновой продукции в сельском хозяйстве и плотность, допустим, щебня гранитного очень сильно отличается. То есть очень грубый продукт, очень грубым способом он насыпается, экскаватором, там, еще чем-то, погрузчиком. Сама система должна быть построена из каких-то очень прочных элементов. То есть на данном этапе у нас пластиковые корпуса, у нас пластиковая изоляция на сенсорах, у нас пластиковые изоляторы, которые крепят сенсор к кузову. Само собой, засыпать камнями это все нельзя. То есть прыгать ногами, да, и лупить кирпичами пока нет. Ну, может быть, в будущем родится у нас такой вариант, брутальный и устойчивый, чтобы можно было его и песком засыпать, и камнями. Ну, будущее покажет. Угу. Дмитрий, спасибо. Так, насколько я вижу, на данный момент вопросов больше нет. Сергей, тогда большое спасибо вам за выступление. А воспользуюсь случаем, могу ли я задать Конечно. вопрос тоже по сельскому хозяйству? Хотел написать, но, наверное, лучше задам. У нас есть идея еще внедрения этих датчиков в бункеры разбрасывателей, которые разбрасывают минеральное удобрение, ну, аммиачную селитру и что-то в таком роде. Выживет ли он в агрессивной среде или нет? Спасибо. Ну, опять, для того, чтобы он выжил в агрессивной среде, нужно обеспечить защиту, то есть корпус защиты IP67, ну, это то есть полная герметичность. Сами понимаете, что любая химия, которая в сельском хозяйстве используется, она чаще всего водорастворимая. Если есть влажность, есть какие-то капли воды, эта химия растворяется, проникает во все щели и все пропитывает. На данном этапе у нас все блоки и системы имеют степень защиты IP65. То есть там есть даже внутри герметизация компаундом, это даже не просто 65, это 65+, но сам корпус IP65. Он предназначен для монтажа под открытым небом, выдерживает капли воды, то есть дождь, брызги, это все ему нипочем, но если его залить какой-то активной химией, ну, не исключен вариант, что она туда попадет внутрь корпуса, нарушит, возможно, какие-то контакты, окислится, еще что-то. Угу. Как раз Дмитрий ответил на следующий вопрос, это какой IP. Так, более крепкие корпуса не рассматриваете? Я думаю, будем рассматривать в будущем. Все определит
скажем так, рынок, будет ли потребность в этих решениях. Если будет, значит, будем думать, будем изобретать корпуса. Как раз, коллеги, можете написать в чат, кто использует или хотел бы использовать датчики с более высоким IP, чтобы мы поняли, насколько это востребовано. Я думаю, вот эта степень защиты IP, это как бы не просто какие-то хотелки, желания, они должны быть мотивированы чем-то. То есть вот для применения в среде удобрения этой системы, естественно, это очевидная потребность. Ну, для уборки сельскохозяйственной продукции с полей на данный момент это не нужно. Угу. Спасибо вам еще раз большое, Сергей, мы вас отпустим. И сейчас я в таком случае расскажу о доработках, которые мы планируем внести к грядущему сезону. Спасибо, Сергей. Так, есть еще один вопрос. Так, у нас появился тем временем еще один вопрос, давайте мы на него ответим. Мы обращались с вопросом под бункерные мусоровозы и уборщики дорог для коммунальщиков. Есть ли движение вперед? Ну, с мусоровозами, я думаю, история точно такая же. Мусор у нас не регламентирован ни по влажности, ни по химической юности. Наверняка там нужно применять исполнение более защищенное. То есть это полная герметизация изнутри компаундом. Это IP66, IP67. Я думаю, это в будущем будет возможно. Угу. Отлично. Так, давайте тогда, если вопрос появится, ответим на них позже. Сейчас я вам расскажу, что мы все-таки планируем доработать. Первое, что мы планируем сделать, это оптимизация алгоритмов автокалибровки и фильтрации помех. Также таким важным, скажем, будет доработка алгоритмов измерения для работы с сырьем большей влажности. Это, как правило, более 20%. Плюс планируется реализация математики для подсчета средней относительной влажности. Действительно, тот вопрос, который достаточно серьезно всех волновал, это влажность, можно ли ее увидеть. Да, мы планируем к грядущему сезону это сделать, чтобы вы могли видеть именно это в системе мониторинга. И последнее – это модерация отдельных элементов конструкции для оптимального монтажа на все виды бункеров. То есть это не тот стандарт, но если какие-то более сложные машины вы используете, планируете оборудовать, то это также станет возможным. Можно я немножко прокомментирую? Конечно. Дополню эти пункты. По поводу модернизации элементов конструкции, просто мы за этот сезон видели очень разнообразные установки на большое количество техники и, к своему удивлению, обнаружили такие варианты конструкции комбайнов, даже наш Россельмаш удивляет, где очень много проблем с верхними откидными крышками бункера. Они даже не откидные, они подъемные, когда бункер не открывается бортами в стороны, когда вот эти крыша бункера поднимается домиком, треугольником над бункером, и конструктивно там очень сложно закрепить измерительный сенсор, измерительный электрод так, чтобы он не потерял связь. То есть крышка не поднимается на петлях, а она движется, съезжает, и поэтому необходимо применить какой-то элемент гибкий, который увеличивает длину и позволяет соединить верхнюю часть сенсора с нижней частью сенсора. У нас есть определенные идеи по решению этого вопроса, будем их внедрять и экспериментировать. Скажем так, работы у нас в этом плане много. Так, и по поводу реализации математики подсчета средней относительной влажности. Опять же, я хочу предостеречь и предупредить пользователей, что, допустим, какой-то ручной ультразвуковой или СВЧ измеритель влажности нужен будет, в любом случае, контроль, как правило, производится на весовой или там при разгрузке на элеваторе. Наша система не заменит вам точные измерительные приборы. Система будет показывать тенденцию изменения влажности
процессе уборки, в течение дня от выгрузки к выгрузке. Но она не будет являться точным измерительным прибором. Почему? Потому что она измеряет будет высчитывать среднее значение влажности во всем бункере. Вы сами можете представить, что в бункере внизу может быть более влажное зерно, вверху менее влажное. Это все зависит от рельефа местности, не знаю, от того, где прошел дождь и где он закончился, нюансов и разных сложностей очень много. Поэтому наше расчетное значение влажности будет оценочным, а точные измерительные приборы как были, так и останутся на весовой и на элеваторах. Дмитрий, как раз актуальный вопрос к нам от Сергея. Какие планы в сроках и на перспективу? Естественно, у нас все сроки диктуются сезонными компаниями. Это сезон посевной и сезон уборочный. На южных регионах нашей страны уборочные кампании начинаются уже в конце июня, в начале июля, поэтому у нас, конечно, сроки выпуска нашей новой версии – это начало лета. То есть мы ориентируемся так. Угу. Так, и вопрос. На каких физических принципах основано у вас измерение влажности? Измерение влажности, вообще измерение уровня в нашей системе основано на принципе измерения емкости линейного сенсора. Вы сами понимаете, что емкость сенсора будет зависеть от диэлектрических свойств продукта, зерна, которые, в свою очередь, зависят от влажности. Вот при автоматической калибровке система адаптируется под изменения диэлектрических свойств продукта, и мы видим эти изменения, из которых мы можем высчитать тенденцию изменения влажности. То есть мы не измеряем ее в прямом виде, это математический расчет из показаний системы. Так, Дмитрий, спасибо. Вижу вопрос. В Черную пятницу на систему будет скидка? Мы обязательно над этим подумаем. В любом случае, свяжитесь со своим менеджером и скажите, что вы были участником вебинара. Думаю, что-то для вас мы в любом случае придумаем. Может быть, какой-то подарок, может быть, скидку. Так что пишите, звоните. Предложение, от которого невозможно отказаться. Да. Так, я вижу, вопросов у нас больше нет. Коллеги, хотела поблагодарить за участие в нашем вебинаре. Надеюсь, что для вас это было информативно. Если остались какие-то вопросы, пишите, звоните к нам в отдел продаж, в технический отдел. Вам все специалисты смогут помочь. Также отдельное спасибо нашим спикерам за обратную связь, за графики. Если также необходима будет связь с ними, нам тоже напишите, мы предоставим контакты по согласованию, естественно. И последнее. Мы вам обещали, что будет также новость по датчику уровня топлива. Хотим сообщить всем, кто так долго ждал, текущим нашим клиентам, либо кто планирует рассматривать варианты беспроводных датчиков. Новая партия беспроводных датчиков уровня топлива Phantom планируется у нас в выпуске в новом корпусе с возможностью самостоятельной замены батареи. Поэтому также обращайтесь в отдел продаж. Будем рады вам направить датчик в нашем новом корпусе на тестирование. Поэтому звоните, все контакты есть на слайде. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.